Но вот и настало то самое время, когда, не успев закончить одно дело, надо хвататься за второе. Перед началом сезона теплицу обязательно нужно промыть, чтобы очистить от прошлогодней пыли, которая отнимает солнечный свет, и по возможности максимально продезинфицировать. Кое-где это сделать уже невозможно. На обратной стороне поликарбоната со стороны улицы образовались маленькие дырочки, в которые забился песок, и это уже никак не исправить. Думаю, что в скором времени нам придется менять покрытие теплицы. Этот поликарбонат уже стал совсем хрупким и вряд ли выдержит следующую зиму. Котята принимают солнечные ванны. Мы пока не выпускаем их на улицу, но в теплице у них есть возможность немного погреться на солнышке. Малютка Пол устроился в ящичке с геранью. Семена цветов, которые я посеяла в этом году, почти все взошли. В основном это были семена, расфасованные предприятием Минск Сорт 7 овощ, их собственного производства, а также производства Германии. Не взошла только Будлея Баттерфляй от Аэлиты. Я знаю, что многие блогеры рекомендуют эту фирму, но вот мне немного не повезло. Рассада скоро будет совсем готова для высадки в открытый грунт. Когда угроза весенних заморозков останется позади, мы сразу же начнем переселение. Вместе с Миланой мы уже высадили картошку. На этот раз никаких экспериментов. Все в старых добрых традициях. Нужно будет внимательно присматривать за ее всходами и в случае угрозы заморозков хорошенько окучить зеленую ботву, если она к тому времени появится.
Грядки тоже понемногу заполняются семенами. В этом году я решила высадить лук, чередуя его рядки с морковными. Говорят, что запах лука отгоняет морковных мух, а морковь отпугивает мух луковых. Будем надеяться, что так оно и случится. Ежик наконец-то отправился к себе домой. Мы планировали отнести его в лес несколькими неделями ранее, но тут вдруг началось похолодание, морозы и даже выпал снег, и поэтому ему пришлось еще немного задержаться у нас в гостях. Лес такой большой и опасный, а ежик такой маленький и беззащитный. Всю дорогу мне постоянно приходилось напоминать себе, что этот лес и есть родной дом маленького ежика, и что ему будет там хорошо. Но все равно было как-то грустно с ним расставаться. Мы с Миланой еще немного побродили по лесу, так как ей нужно было собрать коллекцию цветущих растений для гербария по заданию университета, в котором она учится. Не успели мы попрощаться с ежиком, как к нам прилетел другой гость. Постоял с важным видом на нашей вышке, почистил перышки. К сожалению, не задержался надолго. Эта вышка не самое безопасное место для гнезда, хоть мне и очень хотелось, чтобы было иначе.
А вот семейка Горехвосток в этом году решила устроиться основательно. Пока получается не очень, к тому же, по всей видимости, у них случилась семейная ссора с выбросом вещей из дома. Я не стала их подметать, может, они одумаются и заберут все обратно в свое гнездо. В моем гнезде, к сожалению, тоже не все, слава богу. Я, полная надежды, заложила 27 утиных яиц в свой импровизированный инкубатор, а через неделю, просматривая их на свет от фонарика, выяснила, что практически все яйца от толстеньких уточек оказались неоплодотворенными. По всей видимости, кое-кто совсем не может иметь детей. И 18 яиц от толстеньких уточек выбывают из игры. Но 9 яиц от уток-бегунков оказались полными надежд, и инкубация все же продолжится. Но пока не прибавилось забот с маленькими утятами, у нас есть немного свободного времени для того, чтобы смастерить что-нибудь милое и уютное. Ящичек для писем и бумаг в винтажном стиле.
Я бы положила сюда эту открытку, которую мне прислала Кристи, но она так красиво смотрится в рамочке на полке. А это письмо, которое пряталось от меня несколько месяцев. Оно пришло к Рождеству из Италии вместе с конфетами, пожелание одной из которых мы с вами вместе зачитывали. К счастью, я сохранила упаковку, в которой пришли конфеты, и совершенно случайно, заглянув в нее уже ближе к Пасхе, обнаружила этот желтый конвертик с письмом и такой милой рождественской открыткой. В ней есть 24 окошка, за которыми прячутся милые создания. Я не стала их всех открывать, мы это сделаем вместе с вами в декабре месяце, когда будем ждать Рождество. Здесь могла бы быть еще одна открытка, она идет ко мне из Франции. Идет долго. Международная почта – дело такое. Путь не быстрый и не легкий, но нам спешить некуда, мы подождем. Пусть все хорошее приходит к вам без опоздания, а все плохое обходит стороной. Всего вам самого доброго, до скорой встречи и спасибо за лайк.